Так, ну что, господа, всем доброго, прекрасного дня. А с вами новое путешествие, новая поездка и Дубай. И отель у нас с вами W-Yachi. Так, ну здесь вам не Турция, приветственного стола нету здесь. Смотрите, какое необычное лобби. И вообще сам отель очень красивый. Так, первый день у нас заселение после обеда и завтрак, поэтому у нас не входит. Мы взяли платный завтрак. И смотрите, сразу же можно пойти полежать после завтрака. В такой приятной атмосфере поели. 145 дирхам на человека стоит завтрак здесь. Это 3000 рублей, либо $39. Но завтраки очень вкусные. Я завтра вам сниму обзор, все покажу. Так, ну давайте наш выпуск начнем немного нестандартно. Зима у всех. С прошедшим Новым годом, с праздниками всех. Конечно, нам всем не хватает солнца, моря. Поэтому я вам сразу заряд пенных, да, морских. Так, номер наш готов будет в 3 часа заселения. Вот поэтому до этого надо где-то коротать время. И, естественно, завтраки тоже не входят в стоимость. Поэтому надо было заранее оплатить. Мы оплатили 145 дирхам. Стоит, сейчас я вам там вставочку попозже сделаю. Посмотрите. Поэтому заранее меняйте деньги в аэропорту. Там будет курс получше. Но, в крайнем случае, поменяйте здесь на ресепшене. Курс будет похуже. Если есть карта иностранная, то можно картой оплатить прямо в ресторане. Вот, но оно того стоит. Сразу скажу, прям завтраки обалденнейшие. Да, подробненько вам сниму. И про отель тоже все сниму. Здесь у нас, кстати, на территории 3 отеля сразу. Стараемся во все заглянуть, все посмотреть. Ну и, конечно, выпуски из Дубая. Будет сочные, теплые. Поэтому заряд вам всем будет положительных эмоций, солнечных. И вы авансиком ставьте варежку. Сейчас зима. Лайк нажимайте обязательно. Любой комментарий пишите в поддержку видео, любые 4 слова. Вот, ну и, конечно же, под видео заходите. Там ссылки на все соцсети. ВК, Дзен, YouTube, Рутюб. Все есть. Без VPN, чтобы все смотреть в хорошем качестве 4К на телевизоре, кто как любит. Ну и, конечно же, связь со мной. Кто хочет купить себе квартиру в России, Дубае, пожалуйста, от $1 миллиона. Вот здесь вот. Но здесь дороговато. От 10 миллионов рублей можно зайти. Шаржа начинается. Ну, от 11 в Дубае уже можно квартиру себе присмотреть. Ну и, конечно же, недвижимость в России. Кто хочет, пишите. Вся первичка без агентской комиссии. Если из региона приезжаете, на машине вас встречаем, возим, показываем. По застройщикам поездим, все расскажем. Все плюсы, все минусы и подборки у нас, естественно, тоже бесплатные. И самые лучшие подборки досконально по всем застройщикам работаем. Ну, естественно, которые не стоит сейчас заходить, есть такие уже застройщики. Тех мы в подборку не берем. Если вам надо где-то продать в регионе, да, вторичку и зайти на первичку, все в рамках одного окна вам сделаем. Поэтому обращайтесь. Лучшим сервисом. Ну и в Дубае тоже приедете, вас люди встретят. Турция также у нас, Таиланд, все, наши менеджеры вас встречают. Вот, и через Россию все оплаты проведем, все вам сделаем. Все надежно, все гарантировано. У вас всегда будут прямые контракты с застройщиками. То есть вы не взаимодействуете по документам с агентством. То есть вы прям контракт у вас будет застройщик, все взаимодействуете с ними, а мы там лучшие скидочки вам делаем. Все условия, самые, которые мы знаем, где какой застройщик хороший дает. Так, ну все, хорош болтай, заряд вам пенных. Так, здесь у нас вот одна часть пляжа, вот она вторая часть пляжа. Вот сюда лучше сразу вот выходите и вот сюда пройти, потом подробнее вам там покажу. Здесь на парке, все это есть. Мы уже на лежаки расположились, летели мы 5 с копейками часов, почти не спали. Так, часика 3 покемарили. Жанна там спит уже, да, кстати, по поводу оформления туров. Тоже ссылочка на Жанну, на ее команду, 9 менеджеров, то есть в любой точке России вас отправят. Тоже на отдых Дубай, Таиланд, в общем, по всему миру, куда захотите. Мальдивы, конечно же. Так, хотел сказать, пойдемте водичку померим, но какая-то она прохладненькая. Яндекс показывал 22 градуса. Сейчас надо чуть разогреться и отправить. Здесь у нас, видите, такая заводь. Здесь у нас бичфронт, райончик называемый. Вот раньше тут прям несколько башен было. Вот уже как грибы все выросли. Сейчас еще вот здесь вот вырастут. Но я надеюсь, у отеля солнышко не закроет. Видите, сейчас зима, и солнце почти в зените. Вот, сюда тепло. Летом оно будет прям совсем в зените. Вот летом тенек будет в самый раз. Водичка хоть и заводь, вот там есть проход. То есть это у нас уже ствол пальмы начинается, там ветви пошли пальмы. То есть вот здесь есть проход туда в море. Вот кто-то плавает, смотрите, как может. Так, я сейчас опущу свой прибор, пусть пока набирает, а вы заряжайте морскими, солнечными. Сейчас посмотрим, что у нас там намерило. Так, держим, поднимаем. 23. 24 вот на поверхности, видите, ну хорошо, как здесь за счет того, что это заводь, на градус больше, даже на 2. Видите, Яндекс пока 22, а по факту 23-24. Поэтому можно спокойно плавать. Я просто люблю с разбегу забегать. И поплыл туда вдаль. Все, отличный выпуск у вас будет. Много интересных лайфхаков, всяких полезных по экскурсиям поездим. Все вам расскажу, поэтому обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, вдруг несколько выпусков будет.
чтобы вам уведомление пришло. Заряд вам всех. Так, немножко поплавали, поотдыхали, нам написали, что номер готов. Пойдемте смотреть. Смотрите, какие здесь коридоры темные и с подсветкой. Так, у нас 24 этаж. Давайте сделаем обзор номера. Заходим. Здесь раздевалочка справа. Тут шкафы спрятанные вот так вот за москитной шторой. Здесь у нас еще можно коннект делать с соседним номером. Тут сейф, шкафчики. Непонятно зачем. Так, вещи то сложить. Если вас много будет, но номер на двоих. Здесь еще переодевалочка, там сам номер. Вот здесь. Давайте мы назад вернемся. Санузел, туалет. Так, здесь раковина. Все принадлежности. Ничего с собой брать не надо. Вы смотрите, здесь еще две водички. Там сейчас еще парочку с вами увидим. Здесь ванна. Жанна лежит, отдыхает. Отсюда прям можно посмотреть на море. Слушайте, просторный номер, конечно, такой обалденно большой. Вот здесь мы с вами зашли, вот тут эту тюль дергали. Здесь тапки, всякие наборы. Для шитья есть, сумочки разные. Так, вот еще две водички полагается за курение в номере. 750 дирхам, так что лучше не курите. Здесь у нас барная зона, но все платно. Все кроме воды и чая с кофе. То есть здесь кофеек, чай можно себе залить. А так вот набор платный, очень-очень обширный. Вот здесь еще шампанское, водичка, все это за деньги. Да, вот так вот. Так, и здесь у нас кровать, две тумбочки по бокам. Вот она ванна. Отсюда видно, так, кстати, шторка есть, можно закрыть. Телефон, заряда, куча управления. Всеми номерами есть такие тумбочки, как будто там что-то лежит. Такой сундук неподъемный. QR-код можно навести, что-нибудь посмотреть. Вот еще вот раз номер в эту сторону. И пойдем с вами на балкончик выйдем, посмотрим, что у нас тут. А тут у нас вот такая красота. Вот здесь, кстати, пляж, где мы с вами были. Бичфронт. Вон пальма пошла. Вот как раз туда выход в море. И здесь у нас вид на Дубай. Внизу у нас бассейн. Раз. Горки водные. Вон там еще бассейн. Везде с вами погуляем, посмотрим. У нас здесь 3 отеля. Вот раз, 2 и 3. Как вам номер? Пишите. Ну и балкон, естественно, да, можно здесь посидеть вечерком с таким видом ночным. Ночью все светиться будет красиво. Так, ну отель очень удобно расположен. Отсюда можно сразу на Марину попасть. Туда или на GBR. Сейчас здесь строечка небольшая. Так, Google карты скачивайте заранее, прокладывайте первый маршрут. И все, и вот здесь ходите, гуляете. Можно до колеса обозрения дойти, вон он находится. Там у нас Blue Waters, ну прям пройти по GBR можно и туда попасть. Знаете, минут 10, наверное, ходьбы по этим известным путями, пока стройка. Все, и здесь у нас уже Дубай-Марина начинается. Здесь, конечно, очень красиво. Обязательно сюда приходите, приезжайте погулять. Там сразу совмещайте Дубай-Марина и GBR, вот они находятся рядышком. Так, здесь же, кстати, есть Carrefour, мини, и там подальше побольше есть Carrefour. Вот, ну тут много кафешек всяких, то есть можно взять отель себе просто на завтрак, а сюда ходить ужинать. Мы взяли завтраки и ужины. Так, кстати, по полезным моментам, то в аэропорту сразу же еще поменяйте доллар на дирхам, пусть у вас какой-то запас будет, потому что там самый лучший курс. Отель курс невыгодный. Потом здесь уже надо искать обменники тогда. Так поменяли там, и все, и вам удобно будет. И при регистрации там есть электронные паспортные проходы. После него подойдите, слева там попросите, вам дадут сим-карту на сутки 1 гигабайт. А если вы проходите не электронно, а с человеком, то вам сразу дадут. В общем, просите на паспортном контроле сим-карту. Будете с интернетом 1 день и 1 гигабайт. А так потом можно от Мегафона или от какого оператора подключить. Сейчас, в принципе, не очень дорого стоит. И будете здесь на связи. А в отеле или из дома сразу скачайте себе офлайн карты Яндекса, Гугла, чтобы вы были все время, видели, где вы находитесь, могли маршрут строить. Ну сейчас в январе погода вообще шикарнейшая. То есть вечером гуляешь, не жарко, не холодно, днем тоже не жарко. Водичка, в принципе, 23. Можно купаться, как, считайте, в мае, в Турции примерно. В общем, очень комфортное время года. Мы в декабре как-то были, чуть пожарче было. Так, смотрите, под мостом, чтобы солнце не палило, есть детские площадки, поэтому с детками тоже можно ходить сюда гулять. Очень многие на велосипедах ездят, на самокатах, и на арендных, и с собой привозят. Так,
Так, а еще здесь можно прокатиться на зиплайне. А девчонки? Только не сюда, а оттуда. Вот сюда. Так, и здесь торговый центр Дубай Марина Молл. Много всяких магазинчиков тут есть. Кстати, вот здесь, если спуститься вниз на эскалатор или подземную парковку, там магазин алкоголя, если вдруг кому не хватило и кто-то себе не купил. Так, и здесь в торговом центре, смотрите, тут есть обменник, банкоматы. Да, банкомат, кстати, у нас в отеле есть тоже возле ресепшена. Так, и на последнем этаже есть вот такой магазинчик. Если там деткам что-то привезти, здесь очень много выбора и цены очень-очень хорошие. Сейчас тут вечером стемнеет и будет тоже очень красиво. Здесь надо и днем погулять, и вечером погулять здесь. Там шикарная атмосфера. Так, здесь еще магазин Carrefour есть. В общем, здесь можно все что угодно купить. Любой вид еды, фрукты, овощи, мясо. Здесь нарезанные фруктики, видите, какие-нибудь. Кол, водичку, там если что-то надо, вам можно прийти спокойно и все купить. Так, здесь каждый вечер надо бронировать себе а-ля карт, либо 2 ресторана на шведском столе есть. У нас вот Вестерн отель, ну как бы все 3 в одном. Ну вот здесь вот находится мясной а-ля карт ресторан. Сегодня его забронировать бесплатно. Если на выбор себе бронируете. Завтра у нас рыбный, потом итальянский. Значит, можно менять. А на шведку можно не записываться. Просто приходите и номер комнаты говорите. Так, в общем, меню здесь у нас салат есть. Потом, что у нас тут кальмары есть, карпаччо. А суп вот еще есть. Супчик забыли заказать. Ну, можно что-то одно выбрать из этого. Так, потом все, что со звездочками, это выбрать нельзя. Не знаю, вам, наверное, еще и плохо видно. В общем, здесь еще мясо можно одно выбрать. Один гарнир к нему. Все остальное там за деньги идет. А, и салат еще можно. А, еще этот ингредиент себе добавить. Так, гарнир потом еще можно добавить. Это то, что со звездочкой не подходит. И еще десерт можно взять. И напитки все платные. Даже кофе платный. Да, и даже вода платная. Так что имейте в виду. В Дубае вот так. Вот, хорошо, хоть хлеб с маслом приносят. Чтобы от голода не умереть. Так, вот мою карпаччо принесли. И у Жанны вот Цезарь. Цезарь большой, карпаччо маленький. Стейки подъехали. Вроде такие не маленькие кусочки. И все грибы еще заказала Жанна, картошку. Вот, кстати, можно сравнить с айфоном стейк. Ну, как раз так айфон. Так, слушайте, ну мясо очень вкусное. Грибы вообще обалденно вкусные. Видимо, в масле их приготовили. И картошка тоже очень вкусная. Ну, в принципе, все вкусное. Карпаччо, и салат был вкусный. Так, десерт у нас мороженое с фруктами. И шоколадный пирог какой-то. Так, ну все очень вкусно. Мы поели. Сейчас здесь, видите, как можно пойти прогуляться вечерком. За счет того, что здесь 3 отеля. Территория большая. Куча всяких баров, заведений. Ну, можно взять на завтрак, на обед, на ужин. Или даже на все включено. Такие уютные бары здесь. Вечером можно пойти посидеть. Так, сейчас нашли еще одно местечко с музыкой, с бассейном. Там живая музыка должна. Так, смотрите, еще бильярд есть, аэрохоккей. Тут много всяких баров. Там типа спортивный бар, здесь еще сцена большая. Территория очень большая. Так, смотрите, на 31 этаже здесь есть ресторан. Он же бар. Здесь можно присесть, что-нибудь попить, поесть. Или просто выйти, посмотреть на красоту Дубая, на предстоящий строй, на GBR, на Blue Water колесо. Там у нас Марина как раз получается. Так, ну что, всем доброго, прекрасного дубайского утра. Давайте покажу вам завтрак. Вот здесь жарят все. Но это все можно заказать за столом, сесть. Потом пойдем, вот здесь очень интересно. Здесь рыбка красная, очень вкусная. Здесь колбаска, нарезано молоко разного вида. Здесь сыры, 4 вида, хочешь с плесенью, хочешь без. Здесь соки, свежевыжатые, не свежевыжатые, разные, есть апельсиновые есть. Здесь сосиски. Вчера были белые, сегодня красные. Так, здесь бекончик. Тут какой-то здесь необычный. Вчера прям был какой-то прям говяжий бекон. Так, здесь у нас фасолька. Здесь сигарета, пирог, спрингролл, картошка. И здесь грибочки. Пойдем дальше. Здесь каша. Раз, два, 3 вида. А, здесь еще яйца отварные. Значит, 2 вида каши, яйца. Блины, оладушки, вафельки с утра есть. Так, это что-то непонятно. Так, это наш знакомый бюрек сырный, турецкий. Так, здесь еще что-то такое, шакшуша.
открыто. Так, здесь хлеб, несколько видов, разные булочки, круассаны очень вкусные, тосты можно себе запечь. Там при входе можно себе напиточек взять такой, захочешь освежающий витамин С или еще что-то. Так, ну тут у нас всякие овощи можно себе добавить. Листик салата, еще что-нибудь. Помидорки, огурцы. Также еще хумус, сыры всякие, моцарелки. Так, я здесь в хлебе еще увидел сладенькое всякое. Смотрите, здесь пончики есть. Ой, здесь такие начинки, это моя вообще любовь. Обожаю. Так, масло еще, джемы разные в баночках. Здесь еще сладкие такие изделия есть. Так, тут у нас хлопушки-воробушки. Здесь, смотрите, фрукты, бананы, дыня, ананас, апельсин. Так, и здесь авокадо в разном виде. Хочешь натертый, хочешь с чем-то перетертый. Чего здесь должно быть обычное, порезанное. Вот кончилось. Я вчера брал себе под яйцо. Все всякие джемы, мед, сотов. Не успел сказать, вот авокадо подъехал. Есть, кстати, груши, прям целые авокадо есть, сливы есть. Можно с собой прихватить, кто любит дар. Ну и сесть можно как внутри, так и снаружи. Вот здесь кабинки есть, можно прям в кабинках сесть. Так, а можно позавтракать, не отходя от кассы, сразу лечь вот сюда на шезлонг с таким прекрасным видом и переваривать еду. Наешь. Ну, можно, конечно, поплавать, сжигать калории. Такой инфинити бассейн. Пальмы туда дальше тоже уходит. Так, ну завтрак обалденный. Всем любителям кофе, лайфхак, можно заказать еще кофе с собой. Очень вкусный кофе. Так, давайте немножко с вами поисследуем отель. Вот он наш корпус В. Это другой корпус. И тот третий корпус. Вестин. О, написано. Это я забыл, как называется. Ну, сверху я вам показывал. Смотрите, по бассейнам. Очень много бассейнов. Вон там один бассейн внизу, и вот вечером мы гуляли, это вон там вся музыка, движение происходит. Вот здесь бассейн, там прям бассейн с баром, подплываешь, наливаешь, выпиваешь, плывешь дальше. Птицы здесь везде, вот они и на завтраке, то есть это не колонки, потому что бывает, что колонки стоят, а здесь реально очень много птиц, потому что территория довольно-таки зеленая. Еще бассейн для деток, видите, с эффектом, как будто песочек, навес сделан. Зон, видите, и у бассейна, и в зеленой зоне, то есть здесь очень много места, где полежать. То есть, видите, все свободно. Полотенце здесь можно взять без карточек. Так, здесь у нас мини-клуб и зона, где можно футбольчик поиграть, теннис, полазить деткам там можно на горочках. И вот здесь у нас еще аквапарк небольшой, ну, как сказать, вон 3 горки сверху довольно-таки большие. И вот так вот можно там погулять, покататься. Здесь, видите, тоже все в зеленой зоне, тоже везде можно пойти полежать, посидеть. И потом, видите, там бассейн. Там бассейн. В общем, территории вообще можно гулять и перегулять. Что объединенные 3 отеля, это очень классно. Так, видите, как и бассейн, и мостики. Зона очень такая зеленая. Прям территория везде ходишь, как бы вообще не подумаешь, что ты в Дубае. Столько есть деревьев насажено, пальмы уже большие стволы. Там в обхвате, наверное, 2 метра. Толстенные деревья, такие, не знаю, сюда еще попали они. Там в ресторанчике было. И вот так с вами тоже оказывается на пляже. Видите, можно на зеленой зоне полежать. Тоже на пляже можно любой пляж задействовать. С левой стороны, с правой, от любого отеля, поскольку все это одна сетка. Хозяин все объединил. Располагайся где хочешь. Шезлонги, видите, какие большие, широкие. Матрасы тоже толстые. Есть такие зонты, есть зонты, которые не убираются. Но пляж большое место. Всем хватает, видите, сколько свободного места. Так, смотрите, как комплимент на пляже приносит воду. В таких железных канистрах со льдом. Ведерко вот такое. 2 бутылки, 2 стакана. Это очень правильно, потому что в ресторане на ужине, на сюрплю этом, а-ля карте воды не было. А здесь есть, очень хорошо. Номер комнаты говорите, вам приносит. Так, ну а если пройтись еще дальше, здесь с детьми пляж, здесь где-то есть пляж без детей. Кто любит поспать на пляже, можно залечь. А вот здесь, смотрите, побольше народу в этой зоне, на травке. В общем, места полно. Вот. И смотришь там, везде все свободно. Под пальмочкой. Так, а дальше и еще один пляж. Но что-то не написано нигде 16+, там или Adults Only. Везде с детками вроде бы, но пляжей много. Видите, там зона. Сидеть можно, поесть, отдохнуть. И дальше можно подняться сюда, к бассейну, почилить. В общем, классно. Здесь везде бассейн, везде пляж. Здесь вообще, видите, как бич-клуб сделано. Стоит 105 дирхам
Но если вы живете здесь в отель, то бесплатно. Можете здесь полежать и там, и даже в ресторан сходить на обед. Так что пользуйтесь. Вот она, эта зона бич-клуба. Там ресторанчик. Здесь, вот видите, а речушка одна вот соединяет. Вот бассейн, можно плыть. Вот так вот туда дальше уплывать. Там еще каскады, бассейн. В общем, территория, конечно, это одна из лучших в Дубае, в этих отелей. Это что-то объединение. То есть реально есть чем заняться. Есть возможность даже, как я говорю, потеряться. Вот я люблю, когда в отеле нужно потеряться. Да там, везде пошел. Разные места. Здесь один день поотдыхал, другой день здесь, третий там. Ну, вообще, красота. Не устаешь от отдыха. Ну и плюс Дубай обычно это первый план дня, как я вот люблю. Ты поплавал на пляжике, здесь где-то походил. И второй план дня, ты экскурсии какие-то планируешь. Здесь очень много мест, где можно посмотреть. В этот раз мы много куда не поедем, потому что еще дела есть. Вот, еще на шопинг там есть. Вот, а вы посмотрите предыдущее видео Машков Дубай. Смотрите, там вообще весь Дубай просто уже переснят несколько раз. Для деток, смотрите, какой большой бассейн с мини-горочками вот здесь вот, с навесом, чтобы солнышком не напекло. Видите, здесь, туда спустился, там бассейн. Все в бассейнах. Вода теплющая, завтра померяем. Смотрите, ну, там еще зона бассейна с баром. И там такая же есть в этом бич-клубе. И это вот все вот один бассейн. Видите, можно так поплыть и вот плыть. Меньше всех отелей проплыть. Сейчас домой зашли. Смотрите, как оп, и небо затянуло. В Дубае раньше, конечно, такого не было. Была облачная погода. Сейчас, видите, тут дожди бывают. Очень климат меняется. Дубай длиннее. Очень комфортная погода вообще. Не прям жарче не нужно, холоднее не нужно. Прям идеально. Январь. Супер. Сегодня приехали еще в Дубай Молл. Здесь можно посмотреть на акулу, на ската. Вон они плавают. Большие. Акула-пила плывет, или рыба-пила, как она называется. Бесплатно можно здесь вот посмотреть на всю эту красоту. Самый большой в мире аквариум. Вон она, акуличьи плывут. Пилой. Обычная акула еще проплыла туда. Скаты плавают. Красивый аквариум, конечно. О, какие рыбы большие. А вон еще одна акула, огромная такая. Еще одна за ней. Вот пила, смотрите, как здесь подплыла. Тут море и миллион магазинов. Ну, самый главный магазин это Apple. Как сюда не зайти. Тут есть все. Народу много. Все смотрят, выбирают, покупают. Ну и цены, конечно же, лучше, чем в Москве будет. У нас сейчас такое не возят. Здесь можно все потрогать, пощупать. Здесь даже можно, кстати, наушники протестировать, вам протрут. Можно все послушать. А еще отсюда видно шоу фонтанов. Так что если вовремя прийти, занять местечко, можно посмотреть на фонтаны. Так, вот оп, их сейчас обновили. Посмотрим, может попозже вечером ждемся, посмотрим шоу фонтана. Ну и башня Бурдж-Халифа, конечно, наша любимая с вами. Такая вот. Самое высокое здание в мире до сих пор. Так, вот дождались вечера. Халиф светится и, конечно же, фонтаны. Каждые полчаса здесь проходят. Обновленные. Так, а сегодня вечером тут у нас какая-то дискотека. Диджей приехал. Видимо, уже закончилось, пока мы пришли. Так, а параллельно в другом баре живая музыка. Видите, как есть дискотека и живая музыка. Доброго всем нового дня. Сегодня бич-клуб на пляж пришли. Места много свободного здесь, знаете, как уютненько. Жанна даже купальник отдела под цвет полотенца. Наверное, так совпало. В общем, можно там на пляже, там нет мест. А здесь на травке много места. Решили здесь лечь, отдохнуть. А релаксануть очень уютно здесь. Прям приятная атмосфера. Идти зеленушка и пляж, как бы все в одном. Для любителей плавать пляж вообще обалденный. Я сейчас 36 минут туда-сюда наплавал. В пульсе 110-130, чтобы поджечь немножко жирок. А здесь вот возле бассейна музычка играет. Такая атмосфера веселая. Так, вот видите, прям в барабанах
И вот здесь, я говорю, можно заплыть и через весь отель проплыть. Смотрите, какие здесь гнезда есть. Можно залезть, полежать. Шезлонги, домики, диванчики. Все, атмосфера в самом бассейне обалденная. Там туда можно к бару подплыть. Там под мостики поплавать туда. Очень классно. И тенек есть, и солнышко. Вообще супер. Так что плавайте. С удовольствием. А, вода. Давайте я вам покажу, сколько вода градусов. Так, вот на нижнюю смотрим, 29 градусов. Очень хорошо греют. А летом они, наоборот, охлаждают, чтобы не было жарко. Видите, там живая музыка, барабан, там бар. Классно. Слушайте, ну не дожидаясь конца вообще видео, хочу сразу сказать, вам отель супер, у меня на 100 баллов зашел. Нам очень нравится территория, все, это, наверное, вообще одно из лучших мест. Дубай, и локация удобная, и пляж хороший, и бассейн, и еда. Все классно. Ну, на ужин, конечно, маловато, вот, но нормально, на самом деле. Что-то одно блюдо холодное съел, горячее, гарнир и десерт. Ну, достаточно, порции хорошие, не считая этого, как его, мясного этой нарезочки, карпаччо. Она, конечно, маленькая. Так все хорошо, вкусно очень. Ну, отель, в общем, все нравится, локация нравится, супер. И январь, обалденный месяц. Так, и смотрите, как тут реализован душ, туалет, такие кабинки, много их здесь сразу. И туалет, и душ, и раковина. Помыться можно, переодеться и делать свои дела. Так, ну вот у нас отельчик. И отсюда мы сегодня пойдем на GBR. Вот по мосту проходим, все. Потом Блювотерское колесо попадем. Здесь у нас тоже строечка. Шоба здесь строит у нас. Sea Heaven. Здесь от $1 200 000. Ну, правда, большие площади. Там 30 с лишним метров будет. Вот. Ну, есть, конечно, и от 11 миллионов в Дубае. От 10 миллионов рублей. В Шарже можно зайти, а здесь миллионы долларов. Есть подороже, есть подешевле. Поэтому на любой вкус и цвет можно подобрать вариант. Так, и вот мы уже под GBR гуляем. В прошлый раз мы были вон там, жили, Дельта Мариот. Здесь Хилтон. Ну, здесь можно вот тут по дорожкам гулять. Можно вдоль пляжа, туда можно пройти и на Марину Бич сразу перейти. Там погулять очень удобно здесь. The Beach. Но здесь единственное все время машин, движение вот тут вдоль дороги. А вот сюда вглубь отходите, здесь уже получше. Так, и вот здесь на площади бесплатный туалет городской, так что пользуйтесь. И вот возле кинотеатра. И здесь, кстати, повсюду, и на Марине, и на GBR, такие краники с водичкой. Подходите, подносите бутылочку или стакан и пьете. Не буду баловаться. Ну, я в прошлый раз пил, вроде живой. Нормально. Здесь, конечно, очень приятно погулять. Красивых кафешек много разных. Так, ну, вот нашего отеля, не спеша, 44 минуты. Мы уже идем гуляем. 2 километра 650 метров мы прошли. Там раз переходим и на колесо. Ну, можно на колесо не ходить, можно здесь прийти погулять. Так, здесь еще можно вкусного мороженого поесть. 20 дирхам, 20-25 есть. Мороженое очень вкусное. 20 умножаем на 21. Ну, ранее 400 рублей. Чуть больше стоит. Но зато очень вкусное. Здесь видите, как можно в кафе сходить и туда, на пляж сразу пойти. На этот пляж можно спокойно прийти, если даже не от вашего отеля, полотенце взять и спокойно поплавать тут, полежать, позагорать здесь, туда дальше на всем GBR. Ну, только где отель начинается, там где отель уже могут не пустить. Турецкое мороженое здесь продают. Кафешек очень много, клубы всякие, бич-клубы. Конечно, очень красиво сочетаются пальмы с небоскребами. Так, ну вот у нас есть GBR, как на ладони. Мы идем на Blue Waters. Вот он, наш отель, вон там. Это очень классно, здесь красиво. Надо на закате приходить, чтобы и закате поймать, и светлое время, и темное время суток. Да, колесо, конечно, самое огромное в мире, и оно реально огромное. Смотришь, мне просто гигантское. Обалдеть, какое оно огромное. Это что-то с чем-то. Слушайте, ну когда сюда подходишь, это просто невероятные какие-то размеры, кажется. Как вообще такое можно было сделать, создать такое. Спасибо ребятам с Туристин Дубай. Отправили нас сюда, потому что мы говорим, блин, мы уже везде были. Где только не были, на всех экскурсиях, на всех парках развлечениях. Говорит, давайте на колесо, вы же там не были? Я говорю, нет. И вот смотрите, какая-то красота. Так что сохраняйте себе контакт. Потом, когда вы поедете в Дубай, у вас будет куда писать, они вам скажут, куда лучше ездить, куда лучше не ездить. Цены дешевле, чем в кассе. И не надо стоять в кассе, то есть вы приезжаете, у вас сразу электронный билет. Вот, что удобно, оплатить можно прямо в России, прямо рублями. QR-код, если не из России, тоже можно оплатить здесь там или на месте, или там тоже по реквизитам. И
И с ДТшкой даже можно оплатить. В общем, все варианты. И на Бурдж-Халифу мы тоже с ней поднимались. Очень удобно, потому что вы не тратите время в кассе, и дешевле будет. Вы можете даже сравнивать, и я уверен, что там будет дешевле, и взять себе. Вот мы тоже идем, все, у Жанны уже билетики. И сейчас сразу же прям на вход, без кассы. Под видео будет ссылочка, прям зайдите, сохраните, пусть контакт у вас будет. И все, всегда будете потом пользоваться, друзьям своим давать и скажете потом спасибо. Смотрите, какие огромные кабинки, как батискаф. Ой, голова кружится. Залетаем. Ой, смотрите, здесь как в космическом корабле. Где-то 40 минут мы сейчас будем подниматься. Так, ну мы начинаем наш подъем на закате практически. Ну, здесь на самом деле не страшно, все очень плавно двигается. Так, ну, смотрите, какая красотища открывается перед нами. GBR, пальму даже видим. Ну, мы там гуляли, эти дома оказались такие высокие, а сейчас мы выше этих домов. Это просто нереальное ощущение, что полукругом сделано. И прям подходишь к краю, ощущение, что сейчас чувство свободного полета. Ну вообще вот сюда, вот, когда смотришь, просто обалдеваешь от того, как вообще это все можно было сконструировать. Это тянется. Просто вообще нереально. Молодцы. Все самое высокое, все самое лучшее делает дубайцы. Так, ну все, мы на самой высокой точке находимся. Блин, конечно, это необычное ощущение. Закатится нас на пальму, вторую даже видно. Сейчас мы переходим на другую сторону. И здесь очень классно видно всю пальму. Отель Атлантис. Здорово, конечно. Ощущение очень необычное. Всем рекомендую сюда сходить покататься. А Туристина, спасибо большое за такую поездочку, классную организацию. Можно понаблюдать на весь район Blue Waters, на их пляж. Слушайте, ну очень классно. Я что рекомендую всем от души прокатиться на колесе. Вообще не страшно, так что не бойтесь. Смотрите, мы движемся, вместе с нами вот эта дорожка движется, чтобы можно было плавно выйти. И на случай, если ты вдруг еще упадешь, сетка сделана. Там точно не упадешь, что двери так открываются сбоку. Thank you. This way, that way. Потом внизу можно набрать себе разных сувениров, магнитов, сумочек, фотографии наделать, кружки, все что угодно. А внизу тут какая-то дискотека, диджей играет. Музыка, машинки, аттракционы. Так, а вот у нас и касса. Цены разные, абсолютно. Очень много вариантов, но непонятно, где и за что ты платишь. А у Туристины все по-русски взял, спросил, какие есть варианты, сколько стоит. Сравнил, к примеру, да, с этим. И взял, где дешевле. У Туристины всегда будет дешевле. Ну, спасибо большое ребятам за такую прекрасную поездочку на колесе обозрения. Очень классно, от души рекомендую вообще. Не страшно абсолютно, поэтому если кто боится, не бойтесь. Кучу эмоций, спокойненько, попкорн взяли, колу взяли, там на входе можно купить и наслаждайтесь поездкой. Приходить сюда надо так, чтобы дождаться темноты, потому что когда стемнеет, так вот все красиво светится. Колесо тоже светится красиво, лодки, яхты, вообще, конечно, очень красивое место. Ну, здесь везде в Дубае красивые места, поэтому приходите, гуляйте, наслаждайтесь. Видите, как колесо светится, прям целое шоу, представление. Как все красиво светится. Там еще лазерное шоу внизу по расписанию проходит. На колесе прям целое шоу. Стоять и смотреть. О, как красиво. Так, надо стараться захватывать, чтобы у вас был и день, и вечер. Видите, как все светится. Аттракционы, кафешки. Там внизу у набережной тоже все светится красиво. Так, значит, на обратном пути шли, нашли магазинчик типа Карфура. Тут тоже много всякого шоколада дубайского, сувениры, овощей. Чего только нет. Потом на выходе покажу название. И смотрите, тут, пожалуйста, русская стоечка. Эти гречку, ну, на 20 все умножать, на 2 потом нолик прибавлять. Ну, 21, 22 там вообще курс.
Получается, гречка там 240 где-то рублей. Вот так вот. Ну, тут все есть. Кстати, хотите, может, какие-то сувенирчики там набрать. Вкусняшки, эти вот необычные киндеры, там с ложечкой. Но это не киндер, а это плоские сразу. Здесь 5, что ли, таких плоских штучек с ложечкой. И много чего необычного есть. Так, и смотрите, сувенирчики. Здесь 25 дирхам. Там соточку стоили. Ну, покрута немножко. Бурдж-Халиф и все, которые... Все, что стоит. Возле Бурдж-Халиф, Дубай Молл. 3-4 раза здесь все дешевле. Смотрите, симпатичные. Приятные прям. Брелки, магнитики. В общем, очень много здесь. Есть интересный, хороший магазин. Вот название магазина. Чойт Рамс. Что-то типа того. Большой магазинчик. Это вот прям... Не знаю, как вам объяснить. Ну, если что, на карте в Google забьете, вон там наш отель. И вот так мы прошли и сюда пришли. Так, идем мы домой. Видели, что шоу дронов там проходит. Это все дроны. Как раз там, где колесо. В тех краях, на Джабиаре. Вот такая красотища. Летают дроны и делают разные фигурки. Так, мы уже вернулись в отель. У нас итальянский ресторан. Это где Beach Club практически, где-то здесь. Очень уютненько здесь. Так, мы заказали с Жанной побурато себе. Хлеб приносит. Я заказал себе баранью рульку. Жанна стейк порезанный, овощи и спаржем взяли. С бараньей рулькой мы не подружились, что-то мне не понравилось она. Просил поменять на стейк. Стейк, конечно, вообще восхитительный. Очень вкусный. Так, а десерт у нас штрудель и тирамису. Наоборот, точно. Ресторан называется Бусла. У каждого ресторана свое название. Так, новый день у нас сегодня добрый. В общем, мы решили сегодня полежать у бассейна. Место, смотрите, вагон. И это 12 часов дня. Индекс, кстати, 6. Нормально, умеренный. Вот так, посмотрите, сколько много мест. Ну, здесь, видите, наверное, половину с утра встает, на экскурсионку куда-то едет, поэтому никак как в Турции. Места есть всегда и на пляже, и здесь это очень радует. Здесь так приятная музычка играет, пальма. Так, ну, конечно, когда вы приезжаете на систему включено, все включено, там уже, возможно, и мороженое будет, не знаю, это или другое, здесь несколько станций с мороженым. Пиццерия включена. Вот, ну, в общем, надо открывать свое, смотреть меню, что входишь, не входит, вам Жанна еще скинет. И, конечно же, другой вид отдыха. Где-то поел, там поел, тут поел, как в Турции. Ну вот как не хочем, так плотно завтракаем, что прям до ужина спокойно. Там идем бананчик перекусить, где-то что-то ездишь, и в Макдак можно зайти. В общем, поскольку много путешествуешь здесь, и на обед как бы не попадаешь. Поэтому выбирайте, кто любит поесть вкусно, попить. Потому что все включено было, берите, все включено. Мы вчера считали, на 4 дня разница где-то 60 тысяч была на двоих. Вот, ну, то есть, в принципе, небольшая разница. Поэтому смотрите и ориентируйтесь. Да, по ценам у нас где-то 200 с чем-то обошелся тур с перелетом. Этот отель на 4 ночи. Вот. Но опять же, от дат зависит. Чем раньше берешь, тем дешевле будет. Вот. И где-то 60 тысяч разница с этих ночей была на все включено. Или завтрак и ужин, как у нас. Вы смотрите, выбирайте, как вам больше нравится, и отправляйтесь. Конечно, если вы любите все включено, то нет смысла там 60 тысяч экономить, зато вы тут объедаться будете, отпиваться, то как вы. Вот такие необычные птицы здесь. Это удот, мы уже посмотрели. Вообще его встретить, это большая удача. Улетел от меня. Сегодня решили новый путь изведать. От отеля можно выйти, здесь сразу есть переход. Все, и туда вот раз уже марина будет. И можно, кстати, на трамвайчик сесть, здесь ходит такой. Это не метро, это просто трамвай. В одну, в другую сторону может маршрут посмотреть, а метро вот туда чуть дальше, вон там уже метро ходит. Говорил, а здесь, смотрите, прям сразу же 24/7. Carrefour есть, тоже можете зайти и купить себе что-нибудь. Так, здесь есть, смотрите, сметана 15%. 15 дирхам стоит. Я себе хочу взять протеинчику. Вот так вот, после тренировочки наплавался сегодня. 45 минут в море плавал. Туда-сюда. Смотрите, а еще типа греческий йогурт и с протеином 27 грамм. Обалдеть, это карамельный есть. И без вкуса. Так, ну если вдруг вам не хватило что-то, на шведском столе можете здесь зайти, приготовить себе салатик. Мяска пожарить, курочки. Давайте посмотрим, кстати, цены. На мясо там непонятно. Ну хотя вот 53 до килограмм цена. 66. Надо смотреть просто, что за мясо. Все разное. О, смотрите, это ламб, баранинка. Курица 49, 24, в зависимости от вида. 19 крылышки.
Надо смотреть сюда целую курицу, по ней можно ориентироваться. Вот 18 за килограмм курицы, это да, на 2 умножаем, 400 рублей практически получается за килограмм курицы. Детям можно в подарок привезти всяких необычных вкусняшек. Скитлс мягкие, то есть все, чего у нас нет, можно здесь брать. И детки ваши, друзья, родственники будут очень счастливы. Шоколад тут есть разного вида, но это не оригинальный. Ну, я думаю, тоже очень вкусный, потому что даже в Турции был от Улькера вкусный. Можно взять себе разных, напробовать. Так, смотрите, вот все, что с надписью РТА, вот такой треугольничек, это все государственное такси. Водное, наземное, автобус, электрички, трамвай. Вот это такси водное стоит 5 дирхам. Ну и маршрут надо смотреть, все оттуда. Невозможно прям даже до Блюотерс идет, но не точно, не знаю. Ну, во всяком случае, вдоль Марина она ходит. Так, а вот нашли расписание. Видите, с Блюотерс сюда можно доехать. Отсюда сюда, с берега на берег. И вот так вот поездить можно. И вот еще по зеленой можно отсюда туда 2 маршрута. Смотрите, здесь есть такое место, с которого можно вот по буквам все, по названию маршрутов поехать вокруг Пальмы, там пересадочку сделать. И вообще до Бурдж-Халифа даже можно доехать. В общем, развитая речная инфраструктура здесь есть. Так, в общем, мы вчера так вкусно поели в итальянском а-ля карт ресторане. Сегодня еще раз пришли. Буррато берите, и вот такой стейк. Это очень вкусно. Жена сегодня рыбу взяла. Поэтому шведки не будет. На шведку мы не попали, потому что здесь очень комфортно, вкусно. Больше сегодня на шведку не ходить и здесь потрапезничать. Так, в общем, я тут каждый день теперь плаваю. Смотрите, у меня сегодня улов. Большая звезда, маленькая звезда. И еще русалку нашел. Лежала на дне все эти дни. Я пойду сейчас обратно. Так что берите с собой очки, маски. Ну, живности мало. Но вот звездочек можно поискать, пока они кое-где лежат. Живые. Слушайте, ну так, конечно, на 5 денечков приехать, перезагрузиться. Из зимы в лето. Я вот сейчас лежу прям на солнце. Впитываю прям все витамины по максимальному. Наплавался, разложился. Греюсь, прям заряжать, что у нас солнца вообще нету там, да, раз в год выходит, зимой прям редкость, а тут прям класс, вот приехать, перезагрузиться. Слушай, ну и по цене получается 200 чем-то тысяч, не так дорого, потому что в Турцию нормальный отель примерно то же самое будет, но в Турции зимой тоже можно поймать солнечную щит, такого тепла не будет, я говорю, сейчас здесь как в мае в Турции, вот, поплавать в море, естественно, вообще не удастся, там море 17-18 градусов будет, здесь 22-23, я плаваю вообще каждый день по 40 минут, прям кайф, многие дети тоже купаются. Вот, поэтому так вот даже сравнивать зимой, в декабре, в январе в Турцию ехать или в Дубай, ну, однозначно, наверное, Дубай. Потому что мы все время в Турцию. И аудитория наша, вы все тоже любители Турции. Но Дубай это вообще отличный аналог. Вот, но это, опять же, отель не из дешевых, есть подешевле отель на завтрак. Там то же самое, этот Дельту можно взять, Мариот на Джибиаре. Вот, ну, есть из чего выбрать. Там в Шардже можно что-то взять, потому что бесплатный трансфер ходит до метро. Первые половина дня поплавали, покупались, потом опаньки сюда на трансфере, на этом бесплатном на метро сели и все путешествуйте, если куда хотите, в Пальму, там, на Дубай Молл, Бурдж-Халиф, на фонтаны. Там вообще недорого будет, если Шарджи брать. Поэтому вот отличная альтернатива зимой. Совсем от души рекомендую. Я говорю, по цене получается хорошо, может даже ролик так назовем. Дубай зимой лучше, чем Турция. Не, ну лучше. Если за нормальные деньги найти хороший вариант, то, конечно, будет лучше. Потому что тепло. Тепло, можно плавать, загорать прям. Это кайф, конечно. Так что все, приезжаем. Так, а вещи мы сдали. Все, номер сдали, тоже 12 часов. Здесь прикольно, можно пойти переодеться, помыться. Там прям все, душ есть, я вам даже покажу. Туалет и все, можно помыться, переодеться или здесь, или переодеться потом там, где в лобби. Вот, но отдельно у них таких переодевательных комнат нету. Видите, как тут классно душ, прям переоделся, помылся, там причесон себе, марафет навел, вообще классно. Так что все, спокойненько, и потом на трансфер. В этом отеле, конечно, что круто, что здесь 3 пляжа, да, вот вначале там были, и потом вот этот нам очень понравился, мы здесь как-то прям каждый день, вот нам больше нравится, но здесь все-таки 16+, вроде бы, видите, деток нету. Вот, в тишине, хочешь бассейн, хочешь там, ну и плюс тебя там можно из 3 пляжей выбирать, это, конечно, очень круто. Это не один пляж, у тебя как картинка не заезжается. Это, конечно, очень круто. Кстати, вот этот банкомат в отеле берет 26 дирхам с любой операции, сверху любой комиссии. Поэтому лучше где-нибудь за бортом отеля снимайте денежки. Ну все, мы уже переоделись на чемоданах, ждем трансфер. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Как всегда, замечательно отдыхненьких мелочей, жить солнцем, морем, вкусняшками, позитивными эмоциями. Огромной вам всем удачи. Пока, увидимся в следующем выпуске.